Всем привет! Вы на канале Vintage Goldstein. Сегодня я хочу поговорить с вами про обувь. Я думаю, что если бы все любители винтажного стиля носили действительно винтажную обувь, то мы выглядели бы достаточно странно, потому что она не так хорошо сохранилась. А та обувь, что прилично сохранилась, стоит соответствующе. Поэтому я подготовила список современной обуви, которая идеально дополнит ваш винтажный образ. Давайте начнем! Я хочу начать с ботиночек Челси. Эта модель появилась еще в 1850-х годах, но свое современное название получила аж через 100 лет. Мне очень нравится сочетание Челси с юбками длины миди. Балморалы. Это такие ботинки с закрытой шнуровкой. Да, кстати, если мы говорим с вами про винтажный стиль, и вы хотите обувь со шнуровкой, то запомните раз и навсегда, шнуровка должна быть только закрытая. Из сапог ваш винтажный образ идеально дополнят сапоги-ридинги, которые шикарно подходят под классические брюки. Изначально эта модель обуви была создана для мужского гардероба, а именно для верховой езды. Ну а женская модель таких сапог появилась, когда женщины добились отмены женского седла в пользу мужского. Следующая модель, которую я также хотела отметить, это слаучи. Лично мне нравится, как слаучи сочетаются с шифоновыми платьями итальянской длины. Теперь я хочу рассмотреть туфли на низком каблуке. Итак, всеми любимые Оксфорды. Опять же, только с закрытой шнуровкой. Существует еще очень много видов данной модели обуви, прототип которой был создан еще в 1820 году. Следующее. Дерби. Так же, как Оксфорды, имеют низкий каблук и закрытую шнуровку. Броги. Та же история. Если говорить про эти три вида обуви, Оксфорды, Дерби и Броги, то мне очень нравятся виды с декоративной перфорацией. Вот, вы сейчас можете увидеть. Как мне кажется, перфорация добавляет еще более такого винтажного шарма. Насчет одежды. Это максимально универсальная обувь, которая подойдет как под брюки и шорты, так под платья и юбки абсолютно любой длины. Следующие туфли имеют каблук уже повыше, и они очень красиво выглядят на ноге. Это туфли-перчатки. Такое название они получили, потому что эта обувь делается из максимально мягкого материала, которое напоминает бальные чешки. Ну и соответственно эти туфли очень красиво обтягивают ножку. Туфли-перчатки имеют очень аккуратные и нежные носочки. И мне очень нравится, когда они выглядывают из-под длинного платья. Лоферы. Всеми любимые лоферы. Удобная обувь, которая, как мне кажется, подходит каждому. На мой взгляд, именно замшевые лоферы смогут лучше остальных дополнить ваш винтажный образ. Ну, конечно, все же стоит отталкиваться от своего гардероба. Есть очень много подвидов этой модели обуви. Пенни-лоферы, тассел-лоферы, модели с бабочкой, венецианские, ну и мои любимые, это бельгийские лоферы. Вы посмотрите, какие они милые. Так, мы с вами уже подошли к весенне-летнему сезону. И первое, что я должна перечислить, это туфли для танго. Нежные, на тонком каблуке, но при этом не слишком высоком. Модель появилась еще в 1910-х годах, когда танго активно покоряла Европу и США. А еще на этих туфлях есть небольшая особенность, это Т-образный ремешок на подъеме. Вообще, этот ремешок был придуман именно для удобства движений в танце. Просто, чтобы нога не выпадала из туфли. Следующий вид обуви — это туфли с конусовидным каблуком. Они также отлично дополнят ваш винтажный образ, но ни в коем случае не покупайте их без примерки, потому что на ноге такая модель выглядит довольно специфично. Ну что, мы уже подошли к концу, к последнему виду обуви. И это мои любимые туфли Мэри Джейн. Это обувь, которая абсолютно универсальна. При этом существует очень много подвидов этой модели. С толстым каблуком, с тонким каблуком, с высоким, с низким, с одним ремешком, с двумя. Абсолютно разных цветов и абсолютно разных материалов.
от замши до лака. Я, конечно, предпочитаю носить эту модель с платьями итальянской длины. Мне кажется, что так получается самый нежный винтажный образ. Я хочу показать вам свои Мэри Джейн. Первые мои Мэри Джейн — это вот такие замшевые серые туфли с острыми носками. А я вам забыла сказать насчет носков. Эта модель вообще классической считается с круглым носком. Сейчас, конечно, уже создают абсолютно разные подвиды этой модели с острыми носками, с круглыми носками. Но запомните, Мэри Джейн ни в коем случае не может быть с открытыми пальцами. И сейчас я вам покажу вторую мою пару Мэри Джейн. Абсолютно классическая, с круглыми носками, с милым ремешочком и бомбического цвета. Та-да-да-да! Посмотрите, какие они милые. Я не могу, этот коралловый цвет просто идеально дополняет образы в стиле 50-х годов. Эта модель имеет достаточно высокий каблук и тонкий. Особенно в этой паре мне нравится вот эта декоративная пуговичка. Она тоже выглядит очень нежно, и мне кажется, что она очень круто дополняет. Ну что, вот и все. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной и интересной. Обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы YouTube сообщил вам, когда выйдет новое видео. В описании под этим видео вы можете найти ссылки на все мои другие соцсети. Также я буду очень благодарна, если вы поддержите меня на платформе Patreon, ссылку на которую вы также найдете в описании. Оставайтесь со мной. Дальше будет еще больше. Всем спасибо еще раз за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.